Для многих это был обычный субботний день в Австрии, но не для нашей героини. Она проснулась до рассвета, что случалось с ней крайне редко. Вместо того, чтобы в полудреме валяться в кровати и раздраженно каждые 15 минут переводить будильник, она решила одеть свои мягкие тапочки, которые всегда стоят у нее перед кроватью, и сварить кофе. В выходной день она предпочитала готовить его в гейзерной кофеварке, которая напоминала ей о путешествии по Италии. Бодрящий аромат потихоньку заполнял квартиру, и казалось, что этот день уже нельзя сделать еще лучше, как в голове у Анны возникла идея. А поехали в Зальцбург? Обычно к путешествиям Анна готовилась несколько дней, но в этот раз, поддавшись сиюминутному порыву, вещи были собраны всего за несколько минут. Такая четкость действий и решимость говорили о том, что у нее наверняка есть план. Плана никакого нет. Мы просто хотим сейчас поехать в Зальцбург, доехать до него к вечеру, по дороге заезжать в милые и симпатичные места. Правда, первая остановка будет не в очень живописном месте, но что поделать, нам нужно заправить наш автомобиль. Стоимость на бензин может заставить немного прослезиться, евро 56, но здесь цена одна из самых низких, потому что полное самообслуживание. В нескольких метрах есть другая заправка, где магазин и кафе, так вот, стоимость там на 10% дороже, поэтому мы еще неплохо экономим. Часть езды от Вены находится одно из самых волшебных мест Австрии – долина Вахау, земля роскошного австрийского вина, старинных аббатств и невероятных видов. Благодаря бесчисленным лесам и виноградникам пейзажи здесь просто потрясающие и меняются в зависимости от сезона. На мой взгляд, они особенно хороши осенью. Долина имеет богатую историю, которая нашла свое отражение в количестве архитектурных достопримечательностей. Одно из них – аббатство Stift Göttweig. Роскошный пример австрийской архитектуры. Оно было основано в 1083 году и считается одним из наиболее важных сооружений в этом регионе, в том числе благодаря своей обширной библиотеке. Но это не только историческая достопримечательность, но и место, где можно забыть на некоторое время о всех своих переживаниях. Весь комплекс окружен холмами и виноградниками, а само аббатство выглядит как волшебный дворец из сказки. И еще в этом месте делают отменное вино и абрикосовый джем. На территории монастыря находится самый высокий абрикосовый сад в долине Вахау. Была не очень хорошая идея поставить машину под каштановым деревом, потому что падают вот такие вот огромные плоды. И я надеюсь, что машина не помяла, но это было, конечно, гениально. Ну, поехали дальше. Вдоль долины Вахау тянется россыпь тихих и уютных городов, и мы решили заехать в один из них, а именно Мельк. Первое, что появляется при поисковом запросе об этом городе, это, конечно, одноименное аббатство. Визитная карточка небольшого провинциального города создана в стиле барокко и величественно возвышается над Дунаем. Но во всем этом теряется главное очарование таких мест, которое можно ощутить, гуляя без навигатора, и желание разобраться в отличительных особенностях одного аббатства от другого. Машину мы припарковали подальше от исторического центра, чтобы посмотреть, что происходит за пределами туристических троп. Обожаю приезжать в такие маленькие городочки. Мне кажется, здесь жизнь идет вообще совершенно по другому ритму, в других условиях. Прекрасный дворик, где неспешная атмосфера, гуляют, субботнее утро, никого нет. Классно. О, кстати, кто-то даже выращивает подсолнухи. Прикольно. Такая полугородская, полусельская жизнь. Главная улица города предполагает небольшой шопинг, магазины и бутики, в которых иногда можно найти интересные вещи. Прикольные сумочки, которые можно брать с собой в магазин, чтобы всякие продукты покупать, стоят примерно 33 евро, но мне больше всего понравились более такие природные материалы. Здесь просто невероятной красоты корзинки, не знаю, наверное, их крепят на велосипеды, либо у себя в саду, но выглядит это все настолько уютненько и хюгно, что очень здорово.
симпатично. Вообще сам такой городок очень такой миленький, камерный, прям все такое аккуратненькое, чистенькое. Люди доброжелательные, улыбаются, все у них хорошо в этой жизни, здорово, супер. Город действительно излучает непередаваемый шарм, который меня покорил. Уютные кафе с террасами, ухоженные фасады зданий, спортивно настроенные туристы, ведь вокруг города расположены отличные варианты для активностей. А еще здесь можно встретить любопытные арт-объекты. Очень здесь все кукольное, очень здесь все сказочное. И интересно посмотреть, как проходит день у местного жителя, потому что представить это невозможно. Сколько он встает, есть ли у него работа, куда он идет, есть ли какие-то проблемы. Потому что настолько все со стороны кажется классным, что как будто бы проблем вообще нет. Но на самом деле, такого же быть не может. Все равно какие-то проблемы должны быть. Где они, в чем? В чем заключается трудность проживания в данном городе? Интересно. Оставив вопросы без ответа, мы отправились в нашу следующую локацию. Мы приехали в одно из самых красивых и самых популярных мест Австрии. И эту популярность мы прочувствовали сразу, потому что когда мы пытались припарковать свой автомобиль, это сделать было очень сложно. Здесь есть 4 полноценные парковки с большой территорией, но свободных мест очень мало. Тем не менее, я живу в полном восторге от этого города. Здесь красиво все, даже старая заправка смотрится симпатично. Речь идет о городе Хальштадт, визитной карточке Австрии. Я уверена, что вы неоднократно видели этот город на фотографиях, без которых не обходится ни один путеводитель и список мест, которые стоит посетить хоть раз в жизни. Он расположился вдоль озера и словно закрылся скалами от внешнего мира. Совсем недавно в Хальштадт было сложно попасть туристам из-за его расположения, но сегодня все желающие могут сюда приехать как на общественном транспорте, так и на автомобиле. Для этого сделана неплохая инфраструктура. И мне кажется, что если бы люди понимали, какую популярность приобретет место, которое они привыкли называть домом, они бы пересмотрели проекты по строительству дорог. Город приобрел широкую популярность, особенно у китайцев. В провинции Китая была даже построена копия Хальштадта. Забавно, что цены на недвижимость там дороже, чем средневековые дома в оригинальной локации. Уютный город, конечно, превратился в некий аттракцион для туристов, которые хотят посетить это место, сделать красивый снимок, чтобы запечатлеть эту красоту. Такой порядок вещей устраивает не всех местных жителей. Что меня удивило, даже те, кто хорошо зарабатывает с туристов, максимально недовольны возросшей популярностью. Город действительно маленький, дома построены в несколько ярусов, вплотную прижимаясь друг к другу. С одной стороны, нехватка свободной территории придает ему особый очаровательный вид. С другой, способствует отсутствию приватности. Когда по основной улице шарахается толпа людей и фотографируют окружающую красоту, всех местных это бесит. Витрины, дома дополнены табличкой «Не фотографировать». И не думайте, что я специально снимала то, что просят не снимать. Во-первых, немного подводит зрение. Во-вторых, такие таблички не ожидаешь увидеть на главной туристической улице. Самый распространенный сувенир здесь – это соль. Она обладает суперскими свойствами. Конечно, от всех болезней она не вылечит, но тем не менее. Я еще хочу посмотреть, что продается в сувенирных лавках, помимо соли. Шопер, футболочка, уточки, магнитики. Но в основном, конечно, соль в разных вариациях. И это не просто так. Название региона, в котором расположен Хальштадт, Зальцгаммеркут, происходит от немецкого слова «зальц» – соль. Добыча этого продукта в промышленных масштабах сделала население богатым, а город преуспевающим. Гольштадтская соляная порода очень чистая. Соль экспортируется по всему миру в медицинских и пищевых целях. На этом доме указан уровень воды, который был в разные года, когда происходили неприятные последствия природных явлений. Очень любопытно. По городу еще часто встречаются указатели, которые предупреждают о карманниках, но мне кажется, что их устанавливают для того, чтобы хоть как-то отвадить туристов. Подходим сейчас к вьюпоинту, откуда открывается самый знаменитый, самый растиражированный вид на это место. И мне кажется, уже людей, которые живут в непосредственной близости от этой локации, тошнит от туристов, потому что они повесили очень крупный плакат о том, что, пожалуйста, ведите себя тише, пожалуйста, не шумите, мы здесь живем. Но, с другой стороны, люди не хотят уезжать отсюда и продолжают жить. И, в принципе, зарабатывают с тех людей, которые сюда приезжают для того, чтобы посмотреть на этот вид.
Впечатления от этого места смешанные. Вид невероятный, очень красиво. Еще нам сильно повезло с погодой. Пасмурно, легкая туманная дымка, слегка прохладно. Именно такая погода идеально подходит этому городу. Но при всем этом чувствуешь себя здесь максимально нежелательным гостем, который пришел на праздник жизни без приглашения. Но если отбросить все недовольства, понимаешь, что не просто так Хальштадт рекомендуют посетить хоть раз в жизни. Вот и закончился неожиданно Хальштадт, поэтому сейчас уже поедем непосредственно в Зальцбург. Скорее всего, других каких-то мероприятий сегодня уже не будет, потому что темнеет, но сегодня день, конечно, выдался очень классный. И вот это большая проблема, когда ты планируешь путешествие, а мы в этот раз даже его не планировали. Ты думаешь, ой, да тут все близко, там 3 часа, здесь 30 минут. Кажется, что ты можешь посетить много мест, но тем не менее ты приезжаешь, пока поставишь машину, пока сориентируешься, пока немножко погуляешь и так далее. Все это, конечно, занимает много времени. Поэтому до завтра. Ну что, новый день и новый город – Зальцбург. Да-да, именно здесь родился великий композитор Моцарт. Так что типичный туристический маршрут Зальцбурга включает в себя дом, где родился Моцарт, дом, где Моцарт вырос, памятник Моцарту, невероятное количество магазинов с конфетами, на которых изображен Моцарт, и, конечно же, кафе с названием «Моцарт». Может для некоторых показаться странным, но я не являюсь ярым фанатом творчества Моцарта. Поэтому город было решено осваивать интуитивно, гуляя там, где нравится. Удивительно, но мы сейчас находимся на площади Моцарта, где величественно возвышается памятник Моцарту. Обратите внимание, что вместо пера, которым писали в те времена, скульптор слепил ручку. Вышло неловко. Все, кто хоть раз бывал в Австрии, неоднократно встречали конфеты марципановые с изображением Моцарта. Но оригинальные конфеты придумали именно в Зальцбурге, в этом месте. Пойдемте внутрь. Кафе работает с 1884 года и открыл его Пауль Фюрст, который придумал знаменитые конфеты с труднопроизносимым названием Original Salzburger Mozartkugel. Ежегодно 15 сотрудников кондитерской производят 3,5 миллиона конфет строго вручную. Марципановую заготовку насаживают на деревянную палочку, окунают в жидкий шоколад 60% содержанием какао и оставляют высыхать. После высыхания достают из шарика шпажку и заполняют техническое отверстие жидким шоколадом из кондитерского шприца. Отличительной особенностью этих конфет является обертка – голубая с серебром. Причина, почему лицо Моцарта красуется на оригинальных конфетах и не очень оригинальных, заключается в том, что Пауль Фюрст обнародовал миру свое шоколадное изобретение к столетию со дня смерти гениального композитора. Ассортимент сладостей и сладких наборов очень большой. От одной конфеты, которая стоит 1 евро 80 центов, до красиво оформленных наборов. Мы решили не тратиться на упаковку и взяли несколько штук на пробу. Контрольная закупка сделана. Будем дегустировать. Что заметила по отличиям? Мы до этого ели конфеты с красной оберткой. Здесь конфета прям круглая, и она больше по размеру. Ой, ну очень прикольно сделано, конечно. Вот я люблю такие кондитерские. Прям все настолько эстетично. Ты одну конфетку купил за такую бешеную цену. Конечно, ты будешь ее с таким наслаждением есть, с каким обычно риттер-спорт не будешь. Безупречно. Она менее приторная. Я, кстати, не сказала, что другие конфеты, которые продают, они похожи по рецепту, все равно по вкусу они реально отличаются. Здесь марципан более приятный, шоколад прям очень хорошо его оттеняет. Безупречно. Вот конфеты, кстати, стоят своих денег. Беру свои слова обратно. Очень круто, классно. А эта интересная инсталляция не что иное, как памятник кондитеру Паулю Фюрсту, конфеты которого я дегустировала несколько минут назад. Он выполнен в виде гигантского шара, шоколадной конфеты, увеличенной в 80 раз, на вершине которой стоит ее гениальный создатель. Вокруг Зальцбурга горы и холмы, а на них бесплатные панорамные смотровые площадки. Не подняться хотя бы на одну из них лишит себя огромного удовольствия. Поэтому мы решили подняться к крепости. Hohensalzburg. Самый простой вариант воспользоваться фуникулером, но самый живописный – пройтись пешком. Цвета невероятные, очень стильный город.
Отсюда очень хорошо видно, что, конечно, в Зальцбурге, помимо мест, связанных с Моцартом, есть большое количество достопримечательностей, которые стоит посетить. Но есть один нюанс. Погода в Зальцбурге испортилась окончательно. За несколько секунд поднялся сильный ветер, да еще и дождь начался. Но буквально в 3 часах езды на машине есть отличное место, где сейчас тепло и солнечно, поэтому мы быстро переодеваемся и мчим на всех парах. Сложно поверить, но сейчас мы находимся в Вене. Дело в том, что это единственный город в мире с активной культурой крупномасштабного виноделия в пределах своей агломерации. Винная культура в Вене имеет почти такую же богатую историю, как и сам город. Вокруг меня несколько сот гектар винограда, из которого делают потрясающее вино. Прогулки по венским виноградникам с потрясающими видами на город – это всегда восхитительно. Но в осеннее время они особенно хороши. Дело в том, что в Австрии это время молодого вина. Сбор винограда начинается в середине сентября, и сразу же молодое вино, которое в Австрии называют штурм, появляется на прилавках магазинов и в меню ресторанов. Штурм хранится всего несколько дней и продается в пластиковых бутылках, которые слегка прикрываются крышкой, иначе оно просто взорвется. Но чтобы его продегустировать, лучше всего отправиться в 19-й округ, в котором мы и находимся. И именно здесь сосредоточены легендарные места венской винной культуры и традиций. Вдоль виноградников расположены многочисленные трактиры-хойригеры, небольшие ресторанчики, где продают вино собственного производства и своего винограда. Многие очень серьезно подходят к теме дегустации штурма и нанимают небольшое авто и останавливаются в разных локациях и дегустируют. И в конце этой дегустации имеют очень хорошее настроение, а на следующий день большую головную боль. Мы же решили остановить свой выбор на самом стильном месте с потрясающим видом. Okay, great. Thank you so much. Thank you. Okay. Ну что, будем дегустировать? Честно, страшновато пить этот напиток, потому что вокруг нас тут уже просто настоящий дебош происходит. Кто-то распевает песни, кто-то уже под столом валяется. Я слышала, что действительно там есть тема, что ты там выпил бокальчик, там парочку, не заметил вообще никакого изменения в своем организме, а там через пару минут встал и просто потерял равновесие. Но очень интересная атмосфера здесь, потрясающая. Когда ты пьешь этот напиток, ты не говоришь тост, не говоришь на здоровье, а говоришь приятного аппетита. Или Mahlzeit. штурм имеет очень приятный вкус. Кажется, что здесь абсолютно нет алкоголя, но это впечатление очень обманчиво. И веселые ребята за соседним столиком тому подтверждение. Обычно этот напиток подают с закусками из мяса, с различными намазками. Поэтому у нас сейчас максимально правильная дегустация молодого вина Австрии. Наш уикенд подошел к концу. Спасибо, что провели его вместе с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока. Еще, к моему удивлению, здесь ни одной свадебной фотосессии на текущий момент. Ни одной. Зря ты там не снимал. Блин, уже все к Новому году готовится. Какое крутое колесо. Сделано как адвент-календарь. Блин, очень круто. Класс! Подходим сейчас к главной локации, главной точке, от которой... Кстати, тоже интересно. Купила сникерс. Я никогда не замечала, что здесь есть такая очень удобная штучка, которая разламывает напополам, и можно с кем-то поделиться. Безвкусно, конечно, но все равно. За яйцо, за этой булочкой, конечно, восхитительно, но не шедеврально.
Идем дальше.